Привет! Первый этап диорамы со средневековым замком завершен. У меня не так много свободного времени для любимого хобби, как хотелось бы. И чтобы не зависать с диорамами долгие месяцы, я стараюсь сначала продумать, какие материалы я буду использовать, чтобы уменьшить время работы, но при этом не потерять в реалистичности. Все начинается с основания, его я делаю из пеноплекса, продается в любом строительном. Для ровной и аккуратной нарезки я использую термостанок Proxxon. Основание готово и можно начинать работу с ландшафтом. Большая точность на этом этапе не нужна, главное наметить будущий рельеф. Чуть более точную подгонку я делаю ножом. Горные поверхности хорошо смотрятся в диорамах и добавляют разнообразия. Их я делаю из гипсовых слепков. Для их отливки я использовал молды от Wooden Phoenix. Далее, почти как конструктор, я подгоняю элементы друг к другу и приклеиваю на термоклей. Между элементами, конечно, будут щели, все их потом я закрою специальным материалом Sculptamold. Материал очень хорош, когда требуется имитировать основание для земли. Перед нанесением Sculptamold я создаю некое подобие фундамента для будущего замка. По консистенции должна получиться густая каша. Уже на самой диораме Sculptamold смачиваю водой. Это позволяет более точно работать с материалом и придать рельефу нужную форму. Все скалы крашу в несколько этапов. Сначала наношу основной цвет. В данном случае я выбрал базальтовый серый. Второй цвет я выбрал черный. Он нужен для того, чтобы заполнить трещины и впадины. Для этого я краску сильно смешиваю с водой, чтобы она стекала и образовывала реалистичные подтеки. Излишки краски я убираю салфеткой. Я смешал два цвета, Stone Grey и светло-серый, и сухой кистью прокрашиваю грани. Таким образом скалы приобретают необходимый объем. Основной цвет земли будет песочный, поэтому перед тем, как все засыпать песком, я сначала крашу поверхность, кроме русла реки, в песочный цвет. Для русла реки я использую специальную краску Water on the Cold Deep Blue, но если честно, можно красить обычной акриловой, просто это дает небольшой эффект глубины. Перед нанесением песка я сначала наношу клей, разбавленный водой. Хуже всего разводится водой ПВА. Я использую специальный клей компании Nochlif Loka, а вот песок я использую совершенно обычный, собранный на речке. Места стыков песочного грунта с другими элементами диорамы я дополнительно прокрашиваю более темным цветом. Использую аэрограф, чтобы переход цвета был более плавным. Сам замок я буду собирать из пластиковых слепков. Про то, как их сделать, я рассказывал в своем прошлом видео. Но чтобы не потерять основание среди будущей травы и кустов, я предварительно проложу один ряд камней по фундаменту. Впоследствии я эти камни уберу. Флок буду высеивать через флокатор в два этапа. Предварительно делаю разметку в тех местах, где будет флок длиной 6,5 мм. Всю зелень я покупаю у Mini Nature из-за их максимальной реалистичности по цвету и фактуре. Загружаю флок во флокатор. Я добавил дополнительно второй цвет. Все перемешиваю до однородной массы. Теперь подготавливаю поверхность. Для этого наношу клей на выделенные участки. Дополнительно приклеиваю небольшие пучки флока светло-зеленого цвета. Флокатор отлично высеивает и ставит флок строго перпендикулярно. От этого теряется немного реалистичность. Чтобы это исправить, я дополнительно иглой навожу небольшой беспорядок, раздвигая травинки в разные стороны. После полного высыхания клея пылесосом можно убрать весь лишний флок. Вторым этапом будет флок длиной 2 мм двух цветов. После того, как с флоком закончил, я приступаю к добавлению различных мелочей. Камушки разных размеров, мелкий песок, цветы, дополнительные островки с травой и цветами. Все это закрепляю диорамным клеем. Дополнительно на некоторые участки я наношу пыль. Пришло время самого интересного этапа – создания реки. Для этого я сначала создаю оснастку из оргстекла, приклеиваю ее на термоклей. В качестве красителя для эпоксидной смолы я использую бирюзовый цвет от Wooden Phoenix. Это специализированные красители, они очень хорошо растворяются в эпоксидке и создают равномерное окрашивание.
Дополнительно добавляю акриловую краску, чтобы немного сменить цвет. Как видите, краска очень плохо растворяется и собирается в комочки и липнет на стенки стакана. Заливать смолу лучше всего в несколько слоев. Во-первых, это поможет контролировать возможные протечки. Во-вторых, можно регулировать прозрачность слоев и тем самым создавать иллюзию глубины водоема. С помощью сухой коры деревьев я дополняю ландшафт деталями. Так будет смотреться более естественно. Все деревья и кусты для этой диорамы я купил на Mini Nature D. Остается их только добавить в нужные места. Первый слой эпоксидки уже затвердел, и пришло время заливать второй и последний слой. В диорамах важную роль играют мелочи. Добавляю дополнительно еще растения. Чтобы диорама смотрелась живой, обязательно нужно добавить фигурки людей. Для этой диорамы я использую фигурки туристов от компании Прайза и Нох. Пришло время создать рябь на поверхности воды. Для этого я буду использовать материал Water Ripples от компании Woodland Scenics. Материал Water Ripples я наношу кистью. Для этого я использую мягкую кисть. Сразу после нанесения материала я дополнительно прохожусь кусочком пенопласта, чтобы материал получил необходимую мне текстуру воды. Как только первый слой высох, я наношу второй, финальный. В данном случае я уже стараюсь имитировать направление ветра и делаю гребни волн параллельным друг другу. Чтобы волны получились мягкие, я несколько раз спрыскиваю водой. При высыхании материал будет немного опускаться и сглаживаться. Первая часть этой диорамы закончена. Во второй части я буду собирать замок из камня. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Буду очень рад, если поставите лайк или напишите комментарий.